Привет, ребята! И мы снова едем в путешествие на север России, но теперь не только в Карелию, но еще в кучу разных интересных мест. Среди них будет Тереберка, Соловецкие острова и Хибины. Мы долго готовились к этой поездке и продумывали ее, собственно, как и обычно. И теперь мы готовы показать вам, что нас ждет. Давайте посмотрим и поедем. Как говорится, в легкую дорогу и добрый путь. Ты готов? Конечно. Всегда готов. Так как в этот раз наша компания составляла 5 человек, отправились мы уже не на одной, а на 2 машинах. Ребята выехали примерно на час раньше нас. Мы же отправились за ними следом. Путешествие наше началось с трассы М11, которая ведет из Москвы в Питер. Конечная точка маршрута – отличная стоянка рядом с Артовалой. По времени доехать до нее занимает около 12 часов. Это если не гнать и особо нигде не задерживаться. Спустя несколько часов мы остановились ненадолго передохнуть и подкрепиться. И снова дорога, легкий дождик и уже пора заправляться. Наверное, один из самых любимых моментов в таком дальнем перегоне – как раз остановка на заправке, где можно подкрепиться хот-догами, выпить американо, передохнув от многочасовой рулежки. Что, собственно говоря, мы и сделали. Мы проехали 380 километров, остановились на заправке, заправились, поели, съели каждый по 2 хот-дога, выпили кофейку и теперь продолжим дальше наш маршрут. Как тебе вот этот вот перегон? Тяжело дался, не тяжело? Не, я вот этот, кстати, нормально, хотя я думал, что будет гораздо тяжелее, но пока вроде... Ты поспал вроде, еще что-то. Ну да, вроде так, сидим потихоньку, разговариваем, едем, пока как-то так в стиле чиллоу, да. А понимаешь, что это 1/4 пути? А это зря, да. М11 – трасса платная. Чтобы доехать до Питера, мы отдали около 2 с лишним тысяч рублей. С транспондером эта сумма будет чуть ниже. И вот он, Питер. В этот раз встретил нас своей привычной погодой. Переменной облачностью с периодическими дождями. Как только въезжаешь в Карелию, сразу же меняется местность. По обочине дороги появляются небольшие каменные скалы. Ну и, конечно же, повсюду березы сменяются хвойными деревьями. Как будто попадаешь в другой мир. Примерно за 100 километров до конечного пункта мы воссоединились со вторым экипажем нашей команды и отправились вместе к конечному пункту назначения. Если вы смотрели первое видео на канале, то уже видели стоянку у Сартовалы. За пару лет здесь не особо что поменялось, разве что разрослось рыбное хозяйство, и дорога на подъезде к месту почти полностью заросла. Нам пришлось выйти из машины и тщательно изучить то, что осталось от нее, дабы случайно не засадить машину в одну из множеств колей. То, что точно здесь осталось прежним, так это красота местных видов. Забрав лагерь и перекусив, мы отправились на заслуженный отдых. Ну что, ребят, мы снова вернулись сюда, на Сартовалу. Мы второй раз уже на этой стоянке. И, как и в прошлый раз, здесь все великолепно. Отличная атмосфера. Я давно собирался, Мгм. вот, то есть уже наслышан про истории и про эту поездку, и про другие, которые были вот летние, походные. Что я хочу отметить. Если вы когда-нибудь ездили куда-нибудь, и вам показалось, что стоянка классная, и вы хотите сюда вернуться, имейте в виду, что есть риск того, что в следующий раз дорога к этому месту может зарасти. Абсолютно. Комары достали. Водопровода нет. И Настя молодец. Настя молодец. Настя молодец. Следующий день для нас стал разгрузочным. Рыбалка, катание на лодке и созерцание окрестностей стало нашим занятием на весь день. К сожалению, в этот раз нам не повезло поймать щуку. Зато мы наловили мелкой рыбешки, из которой сварили уху.
вкусно поужинав, мы отправились спать. Мы пробыли в этом месте вечер, один полный день, и с утра направились к следующему месту нашей поездки – Рабоче-Островску. Ну вот и закончилась наша первая дневка на Сартовале. Мы уже собрали машины, упаковали палатки, все, что только возможно. Осталось только забрать мусор, и можно выдвигаться дальше в путь. Рабоче-Островск находится в 12 километрах к северо-востоку от города Кемь, прямо на побережье Белого моря. По дороге туда мы остановились посмотреть на водопад Лескеля и старую действующую ГЭС, которая была запущена в конце 19 века. Финны построили ее для завода по выпуску древесины, а затем рядом присоединилась бумажная фабрика. В 40-е годы она стала собственностью СССР. Возможно, в будущем тут сделают культурно-туристический объект. Посмотрев местную достопримечательность, мы поехали дальше. От видов, открывающихся вокруг, мы получили настоящее эстетическое удовольствие. Под вечер мы доехали до гостевого дома, который забронировали на пару ночей. На входе нас облаял и поприветствовал Собакин. Поздоровавшись с хозяйкой, мы узнали у нее контакты людей, которые могут нас отвезти до Соловков на частных катерах. В гостевом доме есть все удобства – душ, кухня, ну и, конечно же, комнаты, в одной из которых открывается красивый вид на море. Недалеко от дома стоят хижины рыбаков и местных жителей, рядом с которыми они оставляют свои лодки у причалов. Причем лодок действительно много. Кто-то использует их просто чтобы кататься, кто-то для рыбалки, кто-то как личный транспорт. В этом районе с мая до середины августа идут белые ночи. По ощущениям, вот-вот должно окончательно стемнеть или уже наконец должен наступить рассвет, но ни то, ни другое не происходит. Тут прекрасно, залив, море, я точно не знаю, что это, выглядит красиво, воздух такой, морской прям воздух, вода, я думаю, тоже соленая. Остановились мы тут в гостевом доме, без палаточек, в гостинице, я вот уже помылся, ребята сейчас ставят там себе еду, идут мыться, свои дела делают, ну и завтра мы собираемся на Соловки, нам сказали, что на обычном корабле мы не уплывем, потому что надо было бронировать заранее, большой поток туристов, но дали номер, не знаю, рыбак, не рыбак, в общем, тот человек, который нас отвезет на кораблике до Соловков. Правда, вроде как это дороговато, то есть на обычном корабле это около 400 рублей, если я не ошибаюсь, а он нас повезет за 2500 за человека. Ну, посмотрим, может быть, и успеем на обычный корабль. А так, тут потрясающе. Кстати, сейчас 11 часов ночи, вечера. У меня ощущение, что часов 9. Из-за этого мы как раз поздно легли и с утра чуть не проспали наше путешествие на Соловецкие острова. От домика нам надо было пройти чуть больше километра. Добравшись до пристани, мы узнали, что цена в 2500 на человека – это только в одну сторону. Захочешь обратно – еще 2500. Дороговато, но что уж поделать, причем еще и спрос большой. Записываться надо заранее обязательно, иначе есть вероятность остаться на берегу. С ветерком и морскими брызгами мы доплыли до Большого Соловецкого острова, примерно минут за 40. По дороге к главным достопримечательностям встречаются старые деревянные домики, какие-то заброшенные, а в некоторых продолжают жить. Сам остров довольно большой, поэтому без транспорта здесь за один день посмотреть все не получится. По сей день, на время зимы остров остается практически без внешней инфраструктуры. В зимнее время вокруг островов море покрывается 5-километровой ледяной коркой. Единственным способом передвижения в экстренных случаях на это время остается малочисленный воздушный транспорт.
Это вынуждает местных основательно готовиться к предстоящим зимам. Первые следы человека на Соловках датируются 6-м тысячелетием до нашей эры. Сюда приплывали рыбаки, звероловы, прародители саамов и карелов, а также здесь проводили ритуалы. До сегодняшних дней отлично сохранились ритуальные лабиринты, сооружения рядом с могильными курганами. По некоторым догадкам и предположениям, они использовались для того, чтобы вводить людей в состояние гипноза и менять коллективный разум под нужды того времени. Или же, по более простой версии, чтобы души умерших, захотевшие вернуться из загробного мира, не могли найти дорогу в наш мир, заблудившись в недрах лабиринта. А первыми постоянными жителями острова стали монахи примерно в 14-15 веке. С монахами на острове появился монастырь и первые деревянные церкви. В 16 веке, чтобы обезопасить территорию от захватчиков, была возведена крепостная стена. Также примерно в это время монастырь стал служить тюрьмой для политических заключенных, для которых позднее построили отдельное здание. В начале 20 века советское правительство устроило здесь Соловецкий лагерь особого назначения, через который прошли тысячи узников. Он был расформирован лишь с началом русско-финской войны. Туристическим объектом же Соловки стали в 1967 году. За время пребывания на острове мы успели посмотреть монастырь с Кремлем, зайти в местный музей, посмотреть на лабиринты и дойти до переговорного камня. Посмотреть на дамбу мы уже никак не успевали. Поэтому перед отплытием отправились перекусить в местном заведении. После чего пошли в сторону корабликов. Вот и подошел к концу наш день на Соловках. Мы поняли, что сюда лучше ехать с машиной, то есть заранее договариваться, брать паром, и тогда весь остров откроется полностью. Пешком все же тут довольно долго перемещаться. Ну или с экскурсией. Тём, как тебе вообще Соловки? Ты тут не первый же раз? Да, здесь хорошо, мне понравилось. Довольно красиво, природа очень классная. Так что я получил достаточно удовольствия. Мне очень понравился ресторан, В который мы зашли, как да? он назывался? Изба, по-моему. Он назывался Да, изба. Машину сюда перегнать 20-ку стоит. Ну, то есть, если деньги позволяют, логично договориться заранее и пригнать сюда машину. Если там едешь с палаткой, то в один день там утром прийти на пароме с машиной, покататься здесь, где-нибудь заночевать. Остров большой, мест, где поставить палатку, проблем вообще не составит. Перед корабликом лучше надевать теплые вещи, потому что там можно замерзнуть, если сидеть не внутри. Это верно. Еще немного полюбовавшись видами с причала, мы погрузились на катер и отправились обратно в наш хостел. Утром мы отправились в сторону Хибин. Дорога до них заслуживает отдельного внимания. По пути открываются красивейшие природные пейзажи. Сделав остановку на непродолжительный отдых, недалеко от Кандалакши, мы запланировали остановиться в этих местах на обратном пути. Настолько нам понравился этот озерный край. Последний населенный пункт перед Хибинами – это город Кировск. На его границе мы остановились, чтобы позвонить близким и сказать, что у нас все хорошо, ведь в Хибинах абсолютно нету связи с телефона. Немного отъехав от края города, дороги сменяются грейдерами, а в какой-то момент ощущение, что и вовсе заканчиваются. Небольшой участок маршрута пролегает прямо по горной реке с большими камнями. Мы видели, как ребята на легковушках преодолевают эти препятствия, но я крайне бы не советовал соваться туда без внедорожной машины.
Проехав через реки, огромные лужи и камни, мы добрались до базы отдыха Куэльпор. Тут же находится домик спасателей, у которых походники регистрируют свой маршрут перед выходом на него. Изначально мы планировали остановиться в домике, но бронировать его нужно как минимум за полгода, желающих очень много. Узнав информацию по поводу предоставляемых услуг, мы отъехали на машинах и разбили лагерь недалеко от базы, а рядом с рекой. И занялись бытовыми лагерными делами, после чего отправились спать. Переночевав, мы отправились на маршрут, называемый Кольцо Рисчоров. По дороге мы зашли посмотреть на местный фонтан, который бьет прямо из-под земли, и водопад Рийсьёк. Виды сверху на водопад и долину непередаваемые. На пути к Южному Рисчору встречаются горные речки, рядом с которыми можно сделать небольшой привал и пополнить запасы питьевой воды. Что мы и сделали. Вообще Хибины — это крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Их возраст составляет около 390 миллионов лет. Хоть они и считаются низкими, средняя высота около 800-900 метров, самая высокая точка — гора Юдач-Вумчор с высотой 1200 метров над уровнем моря. Мы шли, останавливались на отдых, снова шли и снова останавливались на отдых. Далеко не все в нашей команде были физически готовы к таким нагрузкам. Так, останавливаясь на непродолжительные привалы и продолжая идти, мы поднялись на перевал. Находится он на высоте 890 метров, что, собственно, не очень высоко, но уши периодически закладывало. Что удивительно, на горных вершинах вместо устремляющегося вверх острия тут повсеместно располагается плата. С высоты открывается красивый вид на долину. По ней нам как раз и надо было идти, чтобы добраться до следующего перевала – Северный Рисчор. Спустившись с обратной стороны перевала, мы продолжили наш путь к следующей точке, как раз перевалу Северный Рисчор. Моральный дух команды стал немного падать. По дороге ко второму перевалу нам повстречался водоем с талой водой. Набирать воду мы оттуда не решились, все же это не речка. Крутые спуски и подъемы, огромные валуны, так и норовившие выскользнуть из-под ног, местами каменные сыпи, съезжающие вниз по склону. Все это немного доконало членов нашей команды, но зато какие вокруг открываются виды. Подъем на Северный Рисчор оказался действительно сложным для нас, и мы были уже достаточно вымотаны перед последним крутым подъемом туда, наверху которого виднелся снег. Этот перевал немного повыше предыдущего и находится на высоте 900 метров. Само ущелье длиной около 500 метров. Путешественники, встретившиеся нам на подъеме, были крайне озадачены, как вся наша команда осмелилась подниматься туда без касок, ведь по бокам ущелья располагаются крутые стенки, сверху которых может нормально так прилететь булыжником по голове из-за периодических камнепадов. Спуск с перевала в сторону Куэльпора оказался намного легче, чем подъем на него. Собравшись с оставшими силами, мы вернулись на нашу стоянку, уставшими и измотанными, но очень довольными собой. На вечер мы запланировали помыться в местном душе после такого маршрута, но оказалось, что он работает до определенного времени.
Ребята смирились с участью и согласились потерпеть до следующего дня. Я же решил рискнуть и сполоснуться в реке. Вода оказалась очень холодной. Больше 30 секунд в ней физически находиться невозможно. В какой-то момент появляется ощущение, что перестаешь чувствовать конечности. Выйдя из реки, я сразу же пошел отогреваться в машину. На следующий день нас ждало еще одно интересное приключение по Хибинам.